Сегодня я покажу рецепт, результат которого меня действительно поразил. Я даже не думала, что без муки из обычного кабачка, творога и всего одного яйца может получиться настолько вкусный завтрак. Беру один молодой кабачок и натираю его на крупной терке. Перекладываю в сито. Добавляю немного соли и хорошо перемешиваю. Оставляю на несколько минут, чтобы кабачок выделил лишнюю влагу. В миску выкладываю 200 граммов творога и разминаю вилкой, чтобы не было комочков. Добавляю одно яйцо и немного соли. На крупной терке натираю сыр сулугуни, он хорошо плавится и придаст блюду приятный сырный вкус. Большую часть натертого сыра добавляю в миску с творогом, а немного оставляю для верхнего слоя. Также можно взять моцареллу или другой сыр, который вам нравится. Теперь отжимаю кабачок. Посмотрите, сколько сока выделилось. Отжатый кабачок отправляю в миску к творогу, яйцу, сыру и зеленому луку. Все тщательно перемешиваю, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Для легкой пикантности натираю на мелкой терке один зубчик чеснока. Чеснок прекрасно сочетается с кабачком, творогом и сыром, но при желании этот ингредиент можно не добавлять. Также добавляю немного куркумы. Она придаст готовому блюду красивый золотистый цвет и легкий пряный аромат. Разогреваю сковороду и добавляю немного растительного масла. Выкладываю половину подготовленной массы и равномерно распределяю ее по сковороде, формируя аккуратную круглую лепешку. Старайтесь сделать слой одинаковой толщины, чтобы лепешка равномерно приготовилась и не осталась сырой внутри. Если кабачок оказался слишком сочным и масса получилась жидковатой, либо вы сомневаетесь, что она будет хорошо держать форму, можно добавить 1 столовую ложку манной крупы. После добавления манки желательно оставить массу на несколько минут, чтобы крупа впитала лишнюю влагу. Но если кабачок хорошо отжать, обычно можно приготовить и без манки. Накрываю сковороду крышкой и готовлю на самом медленном огне. Это важно. На сильном огне нижняя сторона быстро подгорит, а середина может остаться сырой. Готовлю до тех пор, пока нижняя сторона не подрумянится, а масса сверху хорошо не схватится. Посмотрите, какая красивая и аппетитная золотистая корочка получилась. Уже на этом этапе выглядит невероятно вкусно. Сверху равномерно посыпаю лепешку оставшимся натертым сыром. Снова накрываю сковороду крышкой и готовлю на минимальном огне еще около 5 минут. Посмотрите, какой аппетитный завтрак получился. Красивая золотистая корочка, нежная и сочная кабачково-творожная основа, а сверху горячий расплавленный сыр. Это действительно очень вкусно, сытно и при этом готовится без муки и без духовки. Отличный вариант быстрого завтрака, легкого обеда или полезного ужина. Обязательно попробуйте приготовить и напишите в комментариях, понравилось ли вам такое сочетание кабачка, творога и сыра.